Даже несмотря на самую надежную оборону, враг иногда прорывается. Во время Второй мировой войны маленький японский остров Окунасима скрывал одну из самых мрачных тайн в истории. Его не было на картах, и мало кто вообще знал о его существовании. На этом острове располагался завод, производивший тысячи тонн химического оружия, такого как иприт и слезоточивый газ. Рабочие в защитных костюмах передвигались по зданиям, часто не подозревая, что вещества, с которыми они имеют дело, медленно отравляют их. Перенесемся в 1971 год, когда на этот остров с загадочным прошлым выпустили 8 белых лабораторных кроликов. Они не выжили после химических испытаний. Те кролики давно исчезли. Вместо этого эта новая группа, сама того не ведая, вызвала трансформацию, которую никто не мог предвидеть. Еще в 1925 году Япония подписала Женевский протокол, согласившись запретить применение химического оружия. Но вместо того, чтобы придерживаться правил, они потихоньку начали разрабатывать их втайне. Им нужно было скрытое место, изолированное, но в то же время доступная, и Окунасима идеально подходила. Остров, имеющий всего 2,5 мили в окружности, был крошечным и достаточно удаленным, чтобы не привлекать к себе внимания, но в то же время рядом с военными портами и железнодорожными линиями, что облегчало транспортировку. В 1929 году началось строительство одного из самых секретных проектов Японии. Остров буквально исчез, его стерли с карт и окутали завесой секретности. Рабочих обязали хранить молчание, пригрозив тюремным заключением, если они проговорятся. Многие даже не осознавали, что работают с химическим оружием, пока не начали заболевать. В период с 29 по 1945 год на объекте было произведено более 6000 тонн отравляющих газов, включая иприт и слезоточивый газ. После окончания войны американские военные обнаружили этот объект, но вместо того, чтобы использовать его в качестве улики, они уничтожили все документы, связанные с японской программой создания химического оружия. Здания были разобраны, оборудование утилизировано, и на десятилетия темная история Окунасимы была предана забвению. Работники разошлись по домам со своими секретами и шрамами. Там работало более 6000 человек, и многие из них страдали от долговременных проблем со здоровьем, волдырей на коже, проблем с дыханием и многого другого. Долгие годы об их истории не было ни слуху, ни духу. Япония даже официально не признавала существование этого объекта до 1988 года. Тем временем остров был заброшен. Пустое здание стояло мрачным напоминанием о своем прошлом. Туристов было немного, а те, кто приезжал, приезжали полюбоваться руинами, а не дикой природой. Единственными постоянными жителями были смотрители небольшой гостиницы, построенной для привлечения посетителей на потрясающие пляжи острова. Но у природы были другие планы. Трава пробивалась сквозь трещины в бетоне. Деревья постепенно осваивали землю. А затем, в 1971 году, появились кролики. 8 из них были выпущены на свободу без особых раздумий. То, что произошло дальше, навсегда изменило историю острова. Вот тут-то история и делает поворот. Она одновременно увлекательна и немного противоречива. Существует несколько конкурирующих теорий о том, как кролики впервые попали на Окунасиму, и у каждой из них есть свои страстные защитники. Давайте начнем с самой популярной версии. В 1971 году группа учеников начальной школы во время экскурсии выпустила на остров 8 лабораторных кроликов. Звучит достаточно невинно, не так ли? Но подождите, есть и другие истории. Некоторые местные жители утверждают, что когда завод по производству химического оружия закрыли, подопытные кролики сбежали и каким-то образом сумели выжить.
По другой версии, работники, мучимые чувством вины, выпустили кроликов в качестве извинения за тех, кого использовали в экспериментах. И еще есть теория, что современные кролики произошли от домашних животных, брошенных туристами в 70-х годах. Так какова же реальная история? Согласно официальным данным, история школьников наиболее близка к истине. В 1971 году на остров выпустили 8 белых кроликов. Но вот в чем загвоздка. Это были необычные домашние животные. Их специально разводили из-за их выносливости и адаптивности, качеств, которые сослужат им хорошую службу в последующие годы. Эти кролики попали в место, которое можно назвать раем для кроликов. Никаких хищников, никаких змей, лис или птиц, которые могли бы их потревожить. Остров, поросший сочной травой, и никаких естественных врагов. Это был настоящий рай. А что делают кролики, когда условия идеальны? Они размножаются. К 1977 году, всего через 6 лет после их выхода, посетители начали замечать десятки кроликов, прыгающих по руинам. Это казалось необычным, но мало кто обращал на это внимание. Однако природа была готова отказаться от проведения мастер-класса по размножению кроликов. У одной крольчихи может быть до 12 детенышей в помете, и они могут производить несколько пометов в год. Из-за отсутствия хищников и обилия пищи расчеты быстро вышли из-под контроля. К началу 1980-х годов на острове обитали сотни кроликов. То, что начиналось с 8 белых кроликов, вскоре превратилось в калейдоскоп цветов: коричневые, черные и пятнистые разновидности. Но происходило и кое-что еще. Кролики перестали бояться людей. В отличие от диких кроликов, которые убегают при малейшем движении, эти островные кролики поняли, что люди не представляют угрозы. Они были источником пищи. Посетители приносили овощи, гранулы и лакомства, и кролики, не теряя времени, сообразили, что приближение людей означает перекус. Вскоре они стали настолько дружелюбными, что запрыгивали прямо на туристов, как только те появлялись, а затем появился интернет. В начале 2000-х в сети появились вирусные видеоролики о том, как кролики набрасываются на посетителей. И внезапно Окуносима перестала быть просто малоизвестной исторической достопримечательностью. Это стало мировой сенсацией. Но вместе со славой пришли проблемы. Популяция кроликов продолжала расти, и начали возникать вопросы: сколько кроликов реально может прокормить остров? И действительно ли этот бесконечный поток туристических подачек пошел им на пользу? Следующая глава в истории Окуносимы одновременно увлекательна и неожиданна. В 2019 году исследователи, изучающие кроликов на острове, обнаружили нечто новаторское. У кроликов, обитавших вокруг старых военных развалин, сложилась сложная социальная иерархия, чего раньше никогда не наблюдалось в популяциях диких кроликов. Каждая группа кроликов претендовала на определенные здания в качестве своей территории, но особенно выделялось здание номер 6, бывшее газохранилище. Кролики, живущие здесь, отличались уникальным и высокоорганизованным поведением. В отличие от более дружелюбных кроликов, обитающих вблизи туристических достопримечательностей, эти обитатели руин держались на почтительном расстоянии. Они установили систему наблюдательных пунктов, где старшие кролики, забравшись на более высокие точки строения, вели наблюдение, в то время как младшие паслись внизу. Еще более интригующим было то, как кролики приспособили руины под свои нужды. Осыпающиеся уровни и отверстия в строении служили импровизированной системой муравейников. Во время ливней кролики перебирались на более высокие уровни, чтобы избежать затопления, а летом перебирались в более прохладные нижние помещения. По сути, они превратили этот пережиток войны, в многоэтажный жилой комплекс для кроликов.
Исследователи были поражены, когда стали свидетелями того, что они назвали сменой караула. Через определенные промежутки времени кролики согласованно меняли позиции. Некоторые направлялись к местам кормления, в то время как другие несли вахту. Такой уровень социальной организации ставил под сомнение все, что, по мнению ученых, они знали о поведении диких кроликов. Но на этом сюрпризы не заканчивались. Используя тепловизионные камеры, исследователи изучили ночную активность кроликов и обнаружили сложную систему оповещения. Когда ночью приближались хищные птицы, кролики-наблюдатели отчетливо стучали лапками. Вибрация распространялась по бетонным руинам, эффективно оповещая всю колония. Казалось, что руины стали усилителем их сигналов, улучшающим стратегию выживания. Что еще более удивительно, изобретательность кроликов не только помогла их колонии, но и помогла сохранить сами руины. Первоначально защитники природы опасались, что постоянное передвижение кроликов и рытье нор могут повредить фундамент. Но оказалось, что их деятельность фактически поддерживала структуру дренажа, предотвращая повреждения водой и защищая сооружение от дальнейшего разрушения. Путь. Эти кролики непреднамеренно стали хранителями тех самых зданий, которые когда-то символизировали разрушение. Это открытие подняло серьезные вопросы об адаптации животных. Как эти кролики, потомки домашних лабораторных животных, всего за несколько поколений выработали такую сложную тактику выживания. И что их история говорит нам о жизнестойкости перед лицом самых мрачных моментов человечества. Это захватывающий пример того, как природа не просто выживает. Он находит замечательные способы процветать даже в тени истории. К 2014 году Окуносима полностью превратилась в популярную туристическую точку. Ежегодно сюда приезжает более 100 тысяч посетителей благодаря вирусным видеороликам и публикациям в социальных сетях о стаях кроликов, преследующих туристов. Но вместе с этой новообретенной славой пришли и неожиданные трудности. Во-первых, возникла проблема с едой. Туристы привезли с собой так много еды, что многие кролики отказались от своего естественного рациона, состоящего из травы и растений. Вместо этого они собрались возле паромных причалов и популярных тропинок, ожидая появления людей с угощениями. Некоторые кролики даже стали привередливыми едоками, воротя нос от всего, кроме покупного в магазине корма для кроликов. А затем начался демографический бум. Число первых 8 кроликов увеличилось более чем до 1000 особей. Ученые, наблюдавшие за островом, заметили нечто удивительное. Кролики сформировали свои собственные социальные группы. На определенных территориях появились особые кроличьи кланы. Руины. Некоторые предпочитали старые военные развалины, в то время как другие тусовались рядом с отелем. Но, пожалуй, самой удивительной трансформацией стало то, как кролики переписали мрачную историю острова. Места, некогда пользовавшиеся дурной славой из-за производства ядовитых газов, теперь стали местом для селфи туристов, позирующих с очаровательными кроликами. Казалось, что природа дала острову новое начало. Однако местные власти столкнулись с непростой задачей – поддерживать туризм, одновременно защищая кроликов и историческое значение острова. Чтобы решить эту проблему, они ввели строгие правила. Для обеспечения безопасности кроликов кошки и собаки были запрещены, а посетителям было рекомендовано покупать корм для кроликов только у проверенных поставщиков. Затем произошло шокирующее открытие. В некоторых частях почвы острова все еще были обнаружены следы мышьяка и других токсинов, оставшихся со времен войны. Удивительно, но анализы крови показали, что кролики совершенно не пострадали. На самом деле,
Исследователи обнаружили, что кролики действительно помогали исцелять остров. Их копание и выпас ускорили естественное разложение вредных химических веществ в почве, по сути, выполняя роль пушистых бригад по очистке окружающей среды. Но не все сюрпризы были приятными. Во время сильной жары 2014 года десятки кроликов погибли от обезвоживания. На острове есть только один природный источник пресной воды, и многие кролики, привыкшие полагаться на туристов, не знали, где его найти. Это побудило чиновников установить водонапорные станции, чтобы предотвратить будущие трагедии. А затем возникла проблема излишнего дружелюбия. Некоторые кролики стали настолько смелыми, что начали запрыгивать в детские коляски, взбираться на скамейки и даже на колени туристов в погоне за едой. Это привело к некоторым забавным, но хаотичным моментам. Например, кролики пытались выхватить фотоаппараты или телефоны, которые они приняли за закуски. Отелю на острове тоже пришлось приспосабливаться. Вывески предупреждали гостей держать двери закрытыми, поскольку известно, что любопытные кролики забираются в номера в поисках еды. Некоторые посетители даже рассказывали, что, проснувшись, они обнаруживали кроликов, терпеливо ожидающих завтрака на балконах. Это удивительное преображение привлекло внимание ученых, изучающих, как природа восстанавливает места с темным прошлым. Окуносима стала уникальным примером того, как животные могут не только изменять ландшафт, но и изменять эмоциональное наполнение места. Кролики в некотором смысле стали неофициальными целителями острова. Потомки рабочих, которые когда-то трудились на заводе по производству химического оружия, часто приезжают сюда, находя утешение в новой жизни, процветающей там, где их предки работали в страхе и тайне. Сейчас дети смеются и играют с кроликами. Тем не менее, остров сохраняет свою двойственную идентичность. В то время как туристы стекаются сюда, чтобы пообщаться с кроликами, небольшой музей гарантирует, что темная сторона истории Окуносимы не будет забыта. Фотографии и экспонаты внутри рассказывают о рабочих, которые пострадали при производстве ядовитого газа. Контраст разительный. Прямо за окнами музея кролики свободно прыгают там, где когда-то царил страх. И эти кролики далеко не обычные. Территория. Ученые отметили их почти сверхъестественную способность распознавать туристов с едой. Они могут распознать шорох пластикового пакета или появление посетителя с овощами на внушительном расстоянии. Они даже создали свое собственное общество, выделив территории наподобие крошечных кроличьих королевств. Гостиничные кролики известны своей общительностью. Они всегда общаются с туристами, в то время как те, кто живет рядом с руинами, немного более настороженно относятся к людям. Это увлекательно, почти как наблюдать за формированием цивилизации кроликов в миниатюре. Но, как и в случае с любым растущим поголовьем, возникли новые проблемы. Огромное количество кроликов вызывает опасения по поводу чрезмерного выпаса скота. В некоторых районах норы вызвали эрозию, что подвергло испытанию хрупкую экосистему острова. В 2022 году власти предложили необычное решение. Они рекомендовали посетителям каждый день кормить кроликов в разных местах, чтобы предотвратить их скопление в одном месте. Они также запустили программу мониторинга здоровья кроликов, чтобы отслеживать их самочувствие. Все, от веса до особенностей размножения. Интересно, что влияние кроликов выходит за рамки экосистемы. Они даже влияют на сохранение памятников истории. Старые здания, где хранилось химическое оружие, которые в настоящее время являются охраняемыми историческими объектами, находятся под угрозой. Кролики, не подозревая об этих мерах защиты, роют норы под фундаментами и ослабляют стены. Перед чиновниками поставлена задача найти творческие способы
защитить как руины, так и кроликов. Окуносима также стала удивительным лидером в области этичного туризма с животными. Другие туристические направления теперь изучают успехи и неудачи острова, изучая, как сбалансировать естественное поведение животных с ответственным туризмом. Даже японское правительство обратило на это внимание. В 2023 году они начали обсуждать вопрос об официальном статусе охраны кроликов, что стало бы первым событием для популяции диких кроликов в Японии. Невероятно подумать, как далеко продвинулись эти кролики, от лабораторных животных до потенциальных национальных сокровищ. Заглядывая в будущее, можно сказать, что остров сталкивается с целым рядом проблем и возможностей. Изменение климата является серьезной проблемой. Повышение температуры и аномальная жара могут иметь разрушительные последствия для кроликов, которые чувствительны к экстремальной жаре. В настоящее время племена обустраивают больше затененных участков и станций поения, чтобы помочь им справиться с этим. Тогда возникает вопрос о туризме. Хотя туризм поддерживает экономику острова и помогает ухаживать за кроликами, растет беспокойство по поводу того, сколько посетителей сможет принять остров, прежде чем это начнет сказываться на благополучии кроликов. Некоторые эксперты предлагают ввести ежедневное ограничение посещаемости, как и в других экологически чувствительных местах. Несмотря на эти препятствия, Окуносима остается вдохновляющим символом преобразований. То, что когда-то было местом разрушения, стало убежищем для жизни. Кролики не просто размножились, они помогли переписать историю этого острова, превратив его в маяк мира и обновления. В этом есть что-то поэтичное. Нежные создания возвращают себе место, которое когда-то было отдано войне. Каждый крольчонок, родившийся на острове, добавляет новую главу в эту историю исцеления. Всего из 8 лабораторных кроликов они создали процветающую популяцию и превратили мрачное наследие в нечто обнадеживающее. Стоя сегодня на берегу Окуносимы и наблюдая, как сотни кроликов свободно скачут по земле, когда-то охваченный страхом, трудно не проникнуться надеждой. Если природа способна так преобразить это место, представьте, какие еще раны она могла бы залечить. История Окуносимы не просто о кроликах, она о спасении. Иногда лучший способ преодолеть темное прошлое – это наполнить его новой жизнью. Спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии от химического оружия к кроличьему раю. Это доказательство того, что даже в самых мрачных уголках истории природа способна создать светлое будущее. Мы увидимся с вами позже.